Привет, мои зайки любимые! Так, продолжаем наши темы, наши рубрики любимые по месяцам. Смотрим жениха на пороге в январе месяце. Свежачок у нас сегодня с вами, да? Итак, сейчас, как обычно, Лера сориентируется с колодами. И будет у нас с вами два варианта: жених на пороге. Сейчас будем четенько смотреть, разбирать, кто у нас здесь подскачет в январе месяце, да? Кого ждем, дорогие? У нас сегодня более такой немножко развлекательный формат с вами будет, да? Смотрим на колоде колесо года. Так, что у меня микрофончик тут валяется. Вроде все. Это я после видео, дорогие, снимаю про будущего мужа. Следом вам снимаю жених на пороге. Январь месяц. Так, январь месяц. Смотрим. Так, жених на пороге у нас тут в январе для девочек. Покажите мне, пожалуйста. Две позиции у нас затаились. Первая и вторая. Первая, вторая. Жених на пороге. Сейчас посмотрим, разберем вашу ситуацию более подробненько. Итак, поехали. Жених на пороге. Первая позиция. Кто здесь у нас проявится? Кто здесь у нас появится? Ой, сигнификация, дорогие, выходит, что вы тут кого-то конкретно ждете, конкретно кого-то выслеживаете, за кем-то наблюдаете, может быть, по соцсетям или вообще где-то, может быть, в мессенджерах сидите, кого-то выжидаете, находитесь в неком ожидании, в сборе какой-то информации, каких-то данных о мужчине. Итак, подробнее. Мужчина на пороге у вас. Январь месяц. Ох ты ж, ну, дорогие, здесь подойдет для тех, у кого мужчина где-то от вас вдалеке, на расстоянии. Показываться здесь он мне не хочет, информация здесь закрывается. Сейчас будем разворачивать, смотреть историю, что это за мужчина. Дорогие, ну, во-первых, конкретно здесь мне показывается ваше отдаление с этим человеком. Скорее всего, вы не общаетесь, либо общаетесь, но очень слабо и очень чуть-чуть. Вот, но мне карты здесь говорят, что это за мужчина. Это человек, с которым у вас, скорее всего, произошли некоторые разочаровательные моменты в отношениях. И здесь, дорогие, вы можете, здесь вот, знаете, прям, я вот чувствую, какая-то обида прям в вас сидит. Ну вот конкретная какая-то обида на человека. Переживаете вы здесь очень сильно, очень. И вроде как и надежду здесь лелеете, и вроде как она и теплится, эта надежда. И вроде как тут и борьба, понимаете, у вас идет с этим мужчиной, даже на ментальном уровне, на тонком уровне здесь идет у вас борьба с человеком. Вы себя здесь, конечно, ваша сигнификация здесь показывается как императрица, да, то есть здесь, конечно, меня смотрит женщина, которая, ну, роскошная, да, одним словом, императрица, красотка.
Вот, а мужчиночка ваш здесь, он как бы подскрывается, и по описанию, дорогие, он здесь не выходит. Мне показывается, ваша ситуация здесь застоя, ваша ситуация ожидания, вы ждете его письма, вы ждете его звонка, вы ждете, чтобы этот человек первый как-то к вам проявился, сделал первый шаг. Почему? Потому что вы не хотите делать этот первый шаг. Вы здесь ожидаете то ли извинений от мужчины, то ли чтобы он как-то проявился первый в вашу сторону, да, потому что здесь вот такая вот у вас прям вроде как внешне вы показываете ему свою да, свое недовольство. Внешне можете как-то отстраняться, но внутренне здесь вот этот огонек души и огонек любви вот этой, он теплится, и он ждет, чтобы наконец-то он проявился к вам, вы лелеете это, вот эта надежда, она у вас теплится, вам очень хочется получить здесь все-таки вот это внимание от него, потому что он вас здесь мог очень сильно зацепить, причем зацепить вот это вот за живое место, что называется. Ну, простите меня, дорогие, ну вот такая вот сейчас льется информация из потока. Да, этот человек, он мог здесь как-то вот, ну, облажался мужчина здесь, ну, облажался, ну, с кем не бывает, дорогие, но если это повторяется уже раз за разом, да, вы уже понимаете, что дальше так быть просто не может, и терпеть вы это не намерены, а так и есть, и уже ситуация здесь, скорее всего, критическая, и она подошла к тому, что действительно нужно какие-то кардинальные перемены, да, в отношениях, потому что здесь может все крутиться, да, по одному и тому же сценарию, да, по одному и тому же кругу вы здесь можете ходить с мужчиной. И, наконец, чтобы разомкнуть, в конце концов, вот этот вот ваш круг и цикл, да, бесконечный, вам здесь приходится применять какие-то немножко нестандартные меры. Я сейчас буду говорить, мой голос будет звучать за кадром, да, дабы не тратить время, дорогие мои. Сейчас я вернусь на место, вы меня немножко тут потеряли, но ничего. Сейчас я к вам вернусь. Так, и что мне здесь говорится, дорогие? Вот это то, что у вас происходит сейчас на данный момент в отношениях, почему вы каждый раз наступаете на один и тот же сценарий, да, и каждый раз вам приходится здесь ожидать с моря погоды, бороться со своими мыслями, бороться сама с собой и с тем, чтобы хоть как-то достучаться до человека, чтобы он вас здесь услышал. Сейчас будем даже смотреть, спрашивать у карт, что они скажут, как вам решить вот эту ситуацию с вашим мужчиной, да, вот кто на пороге у вас здесь, да, в январе месяце. Ой, мои вы зайки золотые. Ну, показывается здесь ваш прошлый человек. Вырисовывается, да. Вот этот человек, с которым вы проходите здесь некоторые такие уроки и испытания для вас, да, вот, ну, танцуя, понимаете, на этих граблях, так оно и получается, что пока до сознания здесь не дойдет вот это, ага, я здесь делаю не так, вот здесь я лажаю, вот здесь мне нужно поменять вот это отношение к себе, к мужчине, вот здесь я должна поступить немножко другим способом и образом, да, пока вы вот это не пересмотрите в себе внутренне, да, что вы в себе должны скорректировать, дабы получить другую обратную связь, да, от человека, не ту, которую вы привыкли получать, да, постоянно вот это носом об стол, что называется, и каждый раз вот это вот получается не совсем то, чего вы ожидаете. Почему так происходит? Потому что вы внутренне в себе определенно что-то недоработали, определенный какой-то деструктив здесь у вас внутри присутствует, здесь опять же вот то, что я сказала, да, обиды, какое-то вот недовольство и опять, и вот такое вот все такое, что вы можете как-то спихивать на другого человека, да, то есть вы можете винить здесь даже и обстоятельства, и человека можете винить, да, но
создает эту ситуацию? Вы, ваша душа, для того, чтобы проходить определенные проработки для себя, да, и находить из ситуации, да, выход. Ваша душа обучается через эти ситуации в жизни, да, через уроки с мужчиной. Происходит именно обучение, да. Душа мудреет, она проходит этот опыт, да, и просто нужно правильно, да, найти вот эту вот точечку, да, баланса и гармонизации, где вы можете действительно вот стать вот на свою стезю, да, и пройти этот путь, да, пройти его просто. Сейчас, мои хорошие. Ну что я вам могу сказать? Мне здесь, конечно, показываются, девочки, для кого актуально, кавалеры вокруг вас, да, они как бы есть, для кого актуально, что вокруг вас присутствуют мужчины, да, но в принципе они здесь как-то вот, они как бы есть, но они вас могут не удовлетворять в полной степени, да, в полной мере. И, дорогие, здесь вот в конце вышел аркан, который скрывает далее информацию, то есть немножко здесь покрыто тайной, да, то есть обстоятельства здесь могут быть не совсем вот как бы сформированы, чтобы вам до конца все-таки сказать, проявится ли этот мужчина, ну, хотя бы физически, да, имеется в виду, что вы его лично увидите, непонятно. Насчет переписок и всяких гаджетов и мессенджеров я могу вам дать такой намек, что здесь может быть какое-то сообщение или что-то от человека. Но опять же, я здесь вижу ваше какое-то немного в этих отношениях состояние разочарования. Причем для кого-то это может быть немножко, а для кого-то множко, да, ну, хорошо так прям. И я вижу, что вы здесь находитесь конкретно в анализе, и здесь у вас, знаете, происходит конкретная переоценка ценностей, действительно, что мне делать с этим человеком? А зачем он мне дал? А что мы проходим в этих отношениях? А почему я должна терпеть вот это все, да? Вы здесь можете себе задавать вот такие вот вопросы уже такого глобального характера, да, что, а почему все так действительно происходит? То есть вот отношения могут плавно перетекать в философию мироздания даже немножко, да, вот такой здесь момент. А ну покажи мне, что у вас вообще в отношениях происходит? Почему вы не удовлетворены здесь? Вам не хватает здесь вашего признания, того, чтобы мужчина признал здесь вас как центр, понимаете, центр всего женского населения, да, чтобы он дал вам вот эту подпитку, вот это признание, что вы лучшая, что вы красавица, умница, что он выбирает именно чисто вас. Но вот в этом и есть вот эта вот проблема, понимаете, вот этот вот некий затык и некоторая зацикленность в вас именно, чтобы получить от этого человека признание, понимаете, вот именно вот от него взять это вот наполнение, да, если человек не дает вам это наполнение и жадничает, то в этом и заключается, собственно, ваш урок. А почему вы так привязаны к тому, чтобы мужчина вам это дал? То есть, если вы изначально себя могли ставить каким-то образом в отношениях, да, что отношения ваши дошли до этого финиша, так скажем, да, определенного такого, который вам не нравится абсолютно, то спросите себя прежде всего, кто создал эту ситуацию? Все же от вас идет. Вы формируете сценарий своей жизни, вы формируете события в своей жизни и притяжение в свою жизнь, понимаете, вот этих вот обстоятельств и отношения к себе людей, да? Здесь именно вот такой момент интересный мне показывается. То есть
Я, конечно, понимаю, что вы хотите внимание и чтобы мужчина вам дал вот это, в особенности любимый мужчина. Но понимаете, в чем фишка? Если мужчина так относится к вам, как-то хоть малейшее какое-то есть неуважение, да, хоть малейший какой-то деструктив, дорогие мои, спросите себя, в чем вы здесь ошиблись, где вы сделали вот эту ключевую ошибку, на какие грабли вы здесь опять наступили, что вы опять влезли вот в этот вот сценарий, понимаете? Это вот здесь такой тонкий момент, понимаете, что, ну, кто виноват? Кто виноват? Не внешние обстоятельства, не люди, не они виноваты, не они, ни в коем случае, дорогие. А кто виноват? Вот ответьте себе честно, ну признайтесь сами себе. Вот когда вы признаетесь, вам станет намного легче работать сама с собой, понимаете? Вы сами почувствуете это облегчение. И тогда будет уже легче найти выход. Я понимаю, здесь может быть такое, как ваше эго, уязвленное самолюбие и так далее. Но, дорогие мои, вот это нужно здесь обойти все-таки. Вот это нужно здесь обойти. Отстранитесь вообще от человека, если он не дает вам вот это вот наполнение. Ну, отстранитесь вообще, уйдите вообще, отстранитесь, уйдите. Уйдите в отшельника, как вы, собственно говоря, и делаете. Здесь нужно энергетически, понимаете, стянуть всю свою энергию оттуда, забрать все свое внимание с мужчины. Заберите его, это внимание. Это вот очень важно для вас. Поймите, очень важно, потому что все же возвращается на круги своя, понимаете? Все возвращается на круги своя. Вам нужно вести себя в благости, вам нужно здесь понять вот эти ключевые моменты. Эго то понятно, эго то все понятно, но оно второстепенно, и оно возьмет свое только тогда, когда вы извлечете правильные выводы из этой ситуации, в которой вы находитесь с мужчиной. Вот. Да, женщина должна быть наполнена и вниманием от других мужчин, она должна получать вот это внимание, признательность ей и так далее. Но опять же, это же формирует сама женщина. Понимаете, как интересно? То есть, если такая неисцеленная ситуация у вас, вы в ней находитесь и вы в нее попали, то это говорит о том, что внутри у вас что-то недоработано, да? Где-то вы несовершенны, где-то что-то нужно подкорректировать, да? Что-то внутри нуждается в вашей коррекции. То есть это только вы позволили этому быть в вашей жизни, позволили такое отношение к себе, мои хорошие. Только вы. Как бы это сейчас не печально звучало, как бы это сейчас не... Это вот такая вот, да, правда жизни, и ее действительно нужно принять, мои хорошие. Только благость, все идет от вас. Вы центр, мои хорошие, только вы, от вас все идет. Будете любить себя, будут любить вас окружающие люди, мужчины будут вас любить и ценить. Но прежде всего эту планку должны вы себе задать, вы себя должны любить и ценить. Какой вам совет, мои хорошие? Да. Свою самоценность, зайки мои, свою самоценность нужно поднять, понимаете? Смотрите, какой вам здесь дается очень важный момент. Такая вот очень важная подсказка от Вселенной, от высших сил, из потока.
Что вам здесь говорится? Вы находитесь вот в этих вот узах по дьяволу. Услышьте сейчас меня, пожалуйста. Энергетически. Энергетически. Что здесь говорится? Уходите. Разрушайте эти путы и эти узы. Понимаете? Рушьте их. А вы в силах это сделать. А арканы говорят, причем старшие арканы здесь выходят, дьявол башня. Вам нужно убрать и проработать ваши зависимости. Какого плана зависимости? Но опять же, дорогие, женщина очень сильно привязывается к мужчине, когда она занимается с ним сексом. Очень сильно привязывается. А мужчина в этот момент охладевает. Как это работает, интересно? И потом в итоге что получается? Отношения не в благости. Вы привязаны, мужчина нет. Ну и зачем такое нужно? Спросите себя. А для этого я всегда говорю, не вступайте в интим с мужчиной, пока вы в нем не удостоверитесь и не будете уверены в нем на 200%, понимаете? Даже не на 100, дорогие, на 200, понимаете? Все надо проверять очень тщательно, понимаете? Потому что это все не игрушки, это все не смешно, и это все не совсем игра, понимаете? Вот этот вот интим с мужчиной. Это очень серьезные эзотерические вещи и процессы, которые происходят при слиянии мужской и женской энергии. Это сакральный процесс. Это извне вам сделали такое, показали и показывают вам, что это все хихи да ха-ха, а мы поиграемся и так далее. Это извне вот эта информация вся идет, течет специально, чтобы промыть вам мозги. Но это все лажа, это все ложь, понимаете? Вот что происходит здесь. Энергетическую отвязку надо делать здесь, что, девочки дорогие? Только так. Чакрально, если вы вляпались здесь в конкретный трындец, ой, здесь надо это все убирать. А от зависимостей нужно уходить. Вы здесь действительно вляпались по аркану дьявола на страстях, что называется, да, сексуальные страсти, сексуальные зависимости, привязки. Может вам здесь казаться, что это любовь, на самом деле это не любовь, это зависимость, которую нужно разрушать, дорогие, причем на корню, причем резко, причем быстро и как можно быстрее, да, вот это вот здесь, как можно быстрее. Иначе это путь на деградацию, это путь на разрушение вас как личности, на откачку вашей энергии, ваших жизненных сил, да? И какой шанс? Вам здесь дается какой-то определенный шанс, какой совет, да? Вам здесь дается в вашей жизни какой-то определенный шанс на то, чтобы разрушить вот эти вот зависимости. Энергетическая отвязка, да? Или просто вам нужно уйти от этого, да, уйти от этих зависимостей, разрушить их, да, если вы это понимаете, действительно, если нет каких-то болезненных привязок, то вам просто нужно разрушить это, да, пройти сквозь, осознать это, да, что вы находитесь не совсем в здравых отношениях, да, что если отношения причиняют вам боль, страдания, вы чувствуете зависимость, вы чувствуете откачку энергии, да, жизненные силы могут куда-то уходить, в особенности, да, вот партнеру, да, который может питаться вашей энергией.
вам в жизни предоставляется здесь какой-то шанс, какой-то дар небес, за который вам нужно ухватиться, уцепиться, взять его, да. То есть это что-то, что может в пространстве у вас быть. Что-то, что в благости, на что вы можете не обращать как-то внимания без подсказки. Понимаете? Совет какой? Совет для вас. Услышьте. А насчет мужчины я здесь могу сказать, да, он здесь, в принципе, жених на пороге, да, здесь могут проявляться к вам мужчины из прошлого, которых вы знаете, либо мужчина, он может вам как-то где-то вот это гаджеты, мессенджеры и так далее писать, звонить, вот что-то такое, больше писать. Давайте я сейчас спрошу, что вам делать с этим человеком. Ну, во-первых, сильно не обольщайтесь здесь, мои хорошие, сильно не обольщайтесь. Наблюдайте за ним, смотрите внимательно, что проявляет к вам этот человек. Вы можете с ним пообщаться, в принципе, можете. Если вы чувствуете, сейчас вот ключевой такой момент, здесь какие-то карты у меня выходят. Вы что, тут очень сильно переживаете? Вы такое впечатление, что вы за собой здесь чувствуете, как вот, как что-то как не доделали вы. Что-то как не доделали. То есть, девочки, вот смотрите, тут вот как, понимаете, у всех ситуации разные, поэтому я вам сейчас вот в интерпретации в такой просто скажу. Если ваш человек здесь, в принципе, в благости, то вы можете с ним выйти на контакт. Можете. Но смотрите, чтобы не получилось так, что вы на этот контакт выйдете, а потом получится опять 25. Вот это, понимаете, какой интересный здесь момент. Подумайте, хорошо. Выходить ли к нему на контакт, выяснять ли с ним отношения или нет? Вы, в принципе, можете это сделать. Да, можете, да. Но, пожалуйста, не наступите опять на одни и те же грабли. Девочки, вот это вот очень здесь важно, чтобы вы здесь не остались вот в такой ситуации, как у разбитого корыта. Опять. Вот это, понимаете? Вот за это я вам говорю. Чтобы не получилось так, что мужчина вам опять вот придет, понимаете, со своей вот это люблю, не могу, там вот это трамвай куплю, вот давай мы с тобой начнем все сначала, поговорим туда-сюда. И не получилось опять вот это вот веселое состояние ваше, да, вот это вот. То есть вам здесь, в принципе, карты так вот, знаете, интересно, в принципе, говорят. Вроде бы как выйди.
Если чувствуешь, что нужна развязка, это, да, в конце концов, может, кто-то здесь точку хочет поставить, между прочим, да, может, кто-то просто хочет выяснить отношения уже до конца, девочки, да, если вы решились, или просто расставить точки над «и», вы можете, да, как бы подойти к мужчине с любовью, да, вот как-то принять его, как-то поговорить на дружеской ноте, да, может быть, кто-то сердечно даже захочет поговорить, да, дать вот эту теплоту человеку. Если вы за собой чувствуете, что вы что-то не додали, да, человеку по справедливости, то можно, то в принципе можно, да. Но опять же, девочки, вот очень внимательно, пожалуйста, да, очень внимательно прислушивайтесь к словам, что я вам доношу. Потому что, опять же, каждый слышит то, что он хочет слышать. Пишите свои комментарии, дорогие мои. Кто хочет у меня личную консультацию, как всегда, мои контакты всегда под каждым моим видео. Внизу в описании открывайте, там Viber, мой номер телефона. Вы найдете, пишите мне. А я приступаю, вторая позиция. Жених на пороге. Вторая позиция. Кто у нас тут на горизонте? Здесь вышла сразу же фигурная карта короля кубков. Хорошо. Итак, мои хорошие, ну, здесь более благостная позиция, чем первая. По первой там немножко нравоучения для вас были, так что если кто-то хочет себе хорошо промыть мозги, дорогие девочки, добро пожаловать на первую позицию. У кого там бардак в отношениях, это все первая позиция. Кто на паузе, кто не общается, первая позиция. Ну так, можете опик прослушать. Я, конечно, поздно это все сказала, надо было во вступительном слове, но тем не менее, дорогие, вы у меня знаете уже, что у меня могут сразу же откликаться и две позиции, да, информация общая, вы черпаете для себя то, что вам нужно, что близко вашей душе, да. Ну, здесь более так вот интересненько мне показывается, вы можете с этим человеком вполне быть в приятных отношениях, у вас здесь могут быть и встречи, и общение, и все как жизнь, как праздник может быть, да, то есть здесь, ну, может быть, просто хорошо вы здесь с мужчиной контактируете, да. Это как сигнификация, здесь карта такая хорошая вышла на сигнификатор ваших отношений, в принципе неплохая, да, в принципе неплохая. Что мне здесь показывается? Здесь может прийти ваш возлюбленный мужчина, король кубковый, да, это очень сдержанный мужчина в эмоциях, он их может не показывать, но он очень добросердечный, он хороший друг, он такой... покровитель очень хороший, и это как надежное такое плечо в плане эмоционального общения, в плане дружеского общения, таких вот, знаете, приятных как контактов задушевных, когда человеку можно здесь открыться и излить душу, и знать всегда, что он тебя поддержит словом, делом, как-то вот именно сердцем, да. Но какой минус, мужчина этот, он может быть такой капризулькой немного, да, вот капризничать может, король кубков. Вот, но это мужчина чувственных удовольствий, когда все к моим ногам, я наслаждаюсь, я вот упиваюсь, и это
такая мягкость, да, вот в человеке. И вообще, король кубков это сигнификатор любимого мужчины, да, так что здесь сомнений быть не может. И что мне здесь показывается? Мне показывается, что либо вы связаны с семьей с этим человеком, да, то есть у вас может быть семья с этим мужчиной, либо в принципе вы можете быть в таких гармоничных отношениях с ним, да, с человеком. Вот, и у вас может быть пауза, между прочим, с ним, да, какое-то вот затишье, какое-то вот, может быть, временная пауза, либо вы, может, как-то временно не общались, либо не общаетесь, вот. Но этот человек, он возвращается в вашу жизнь, если это было так, да, если не контактировали. Здесь идет возврат, здесь идет такое, знаете, семейное тепло вокруг вас, и как возвращение на круги своя, и душевное вот такое тепло, да, именно с мужчиной, с этим. Что-то вместе вы здесь будете делать. Может быть, этот мужчина вам будет каким-то образом содействовать, помогать в чем-то, да, вот, и вам это будет очень приятно. Как будет складываться ваши отношения в январе месяце? Очень хорошо. Тепло. Мужчина придет с дарами. У меня идет информация, что вы даже Новый год будете праздновать вместе с этим человеком. Либо просто праздники, да, рождественские, тоже туда же. Здесь идут подарки, здесь идут романтические встречи, гуляния под луной, как я люблю говорить, приятное общение, конфетно-букетный период, любовь, процветание. Ну, девочки, здесь вот, понимаете, одна карта красивее другой. Посмотрите, какая красота. Солнышко, рыцарь кубков и туз кубков, да, то есть месяц будет наполнен любовью, ухаживаниями со стороны человека, да, вашим наполнением, наполнение вашего сердца, да, и наполнение любовью, приятным общением. Во всяком случае, без любви и без внимания вы здесь не остаетесь. То есть мужчина вас здесь одаривает заботой, подарками, да, теплом и приятным времяпрепровождением вместе. Ну что может быть лучше, да, честно говоря, исчерпывающе, исчерпывающе, девочки. Ну, вторую позицию я просто поздравляю, дорогие. Смотрите, может проиграться, может не проиграться, информация общая. За более детальной информацией прошу, обращайтесь ко мне на личные консультации, приглашаю вас. Вот, мои контакты внизу в описании в каждом моем видео. Вот такая ситуация. И советик для вас, напутствие. Совет для вас. Туз жезлов, дорогие, берите вот эти возможности, которые вокруг вас витают здесь в воздухе. Будьте зажигалочкой, будьте такой женщиной, будьте реактором этой энергии огненной, да, будьте активной, будьте веселой, берите это наполнение, разжигайте ваше солнце и светите им, да, вот этим солнцем на окружающих в январе месяце, да, потому что здесь для вас расстилаются определенные какие-то перспективы, новые возможности, именно, да, шансы какие-то вам будут даваться, преподноситься, вам просто нужно будет ухватиться за эти шансы, да, и вообще здесь идет именно такая огненная энергия изнутри, вы будете деятельны, вы будете активны, понимаете, вот даже если это не так, то потенциал для этого будет, да, именно энергетически, но, конечно же, взрастите вы его или нет, воспользуетесь ли вы им или нет, это уже, конечно же, зависит индивидуально
от вас, мои дорогие. Вот, так что не надо здесь переживать. Завершите определенный какой-то этап в вашей жизни, который уже отходит, который вам не нужен, он отваливается. Ситуация, в которой вы находитесь, которая вас могла тяготить, тянуть вас вниз, не давать развиваться вам и вашей душе, то, пожалуйста, мои хорошие, ставьте точку на этом, ставьте точку на прошлом, пускай все то, что не нужно вам, остается в году, который уходит, да, и вы вступите в Новый год уже с новой энергией, уже с таким энтузиазмом и с запалом действительно начать новую жизнь, да, потому что все, что вам не нужно, все эти процессы деструктивные, они все отходят, да, они остаются в прошлом году, а следующий год это новая эра, и вы вступите уже с новой энергией в Новый год, дорогие мои. Я вас люблю всех. Поздравляю вас, во-первых, с прекрасной позицией, со второй, да, с благостным прогнозом. Вот, и в-третьих, желаю вам прекрасного Нового года, дорогие, замечательных праздников, нахождения в кругу семьи с близкими, родными и отлично провести этот Новый год 2021. Вот. Процветания вам, любви, добра, семейного тепла и уюта. Я вас люблю всех.